Почему все едут на Северный Кипр? Цены на жизнь, переезд на Северный Кипр, а стоит ли? Может создаться впечатление, что рынок недвижимости Северного Кипра молодой, но это не так. Хотя бы потому, что Кипр 45 лет был частью Британской империи. На Кипре есть и британские деревни, и культурные центры, и даже кладбища. Да, для русскоязычных покупателей Северный Кипр явил свою красоту в начале 2000-х. Но для Европы Северный Кипр давно стал вторым домом. Качество строительства, стандарты образования, да даже левостороннее движение намекают, что жизнь тут европейская. Что я имею в виду? Тихо, культурно, неспешно. При этом Северный Кипр под протекторатом Турции. Удивительно, но киприоты переняли лучшие качества у турков. Например, гостеприимство. Уровень безопасности тут – это уже легенда. Тут очень безопасно. Машины и двери не закрывают. Почему же Северный Кипр сейчас так на слуху? Да всегда Северный Кипр был на слуху. Но по мере выхода в социальные сети риэлторов, конечно, голос Северного Кипра стал громче. После того, как в Турции перестали выдавать туристический вид на жительство и подняли требуемую стоимость жилья под вид на жительство до $200 тысяч, Северный Кипр стал доступной альтернативой и пережил наплыв релокации. Цены, как и везде, тут выросли. И на недвижимость, и на жизнь. Хотя цены на идентичное жилье тут ниже, чем в Турции, на побережье Италии, Испании, Франции и на Южном Кипре. Качество строительства тут при этом прекрасное. Кстати, граждане Украины, России, Белоруссии и Казахстана могут выезжать на территорию Северного Кипра без визы. А для длительного пребывания доступны разные виды на жительство. Туристические или по аренде, по покупке недвижимости, учебе, лечению и есть другие варианты. Топ-3 проекта на Северном Кипре, чтобы заработать на недвижимости. Существуют ли такие? Да, существует. И их далеко не 3. Северный Кипр – это отдельное государство, но соль в том, что официальная статистика Турецкой Республики актуальна и там. ТУИК, то есть Туркстат, в конце 2023 года официально сообщил, что к концу 2024 года рынок недвижимости неизбежно покажет рост цен на 15-20%. Я думаю, вы уже понимаете, к чему я веду. Любой проект, в который вы зайдете на этапе оффплана или в самом начале строительства, принесет вам дивиденды. Другое дело, когда вы их получите. У вас есть официальное разрешение от меня обзывать плохими словами тех, кто обещает доход через 6 месяцев в год. Поймите, что получить доход вы можете 2 путями. Первый – перепродать, второй – сдать квартиру в аренду. Второй вариант – это тема для отдельного видео. Останемся с первым. Вы купили квартиру, добавили к стоимости сумму дохода, которую вы хотите получить, и выставляете квартиру на продажу. Как кто-то вам может гарантировать, что она сразу же продастся? А ведь именно факт получения денежных средств с плюсом и является возвратом инвестиций. К чему я веду? Чтобы получить прибыль, выбирайте проекты на оффплане или в самом начале строительства. Запасайтесь терпением, сроком минимум на 2 года, продаете. Все, вы успешный инвестор. Все остальное – вранье и пустые рекламные обещания. До сих пор верите в эти ужасы про Северный Кипр? Разоблачаем мифы. Северный Кипр – непризнанное государство. Купите недвижимость, а потом у вас ее отберут. Испугался, отказался, потерял. Страшно не значит плохо. Да вообще, а разве покупка любой недвижимости за границей это просто? На Северном Кипре есть разные титулы земли. Знаем, что они есть. А в чем между ними разница? Какие безопасны? От каких стоит воздержаться? Непонятно. Всего существует 4 титула земли. 2 гарантированно безопасные. Это турецкий и обменный. 1 гарантированно со стороны властей Северного Кипра. Безопасный дарственный титул TMD. И 1 титул – лисхорд. Эту землю можно арендовать на 49 лет. Объект на турецком или обменном титуле берите и не задумывайтесь. Это безопасно во всех смыслах, в том числе и в рамках международного права. Титул TMD, как бы тут выразиться, чтобы и объяснить, и не испугать.
Это земли, которые принадлежали грекам-киприотам, которые были заброшены, а потом власти Северного Кипра подарили эти земли туркам-киприотам. Как говорится, чем просить и унижаться, лучше умыкнуть и промолчать. Казалось бы, такой титул фу-фу-фу, и вообще эти руки ничего не брали. Но сейчас власти Северного Кипра говорят: не бойтесь, стройте тут и покупайте. Если вдруг что, мы за вас стоим горой. Все финансовые и юридические потенциальные проблемы на нас. Вам остается только кайфовать. Мы свое мнение по поводу этого титула не высказываем. Рассказали, что это такое, а решать уже вам. Скажем одно. Наша компания в целом и мы, как менеджеры в частности, не просто верим в рынок турецкого Кипра, но уже и даже стали гордыми владельцами недвижимости тут. Думайте, решайте, но недолго. Заинтересовал Северный Кипр? Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Чтобы получить больше информации, переходите по ссылке ниже.